Здравствуйте, друзья, зрители, гости, а также подписчики моего канала «Уральская кудесница». Сегодня у меня очередное видео, в котором я вам покажу еще один вариант пошива блока «Летящие гуси». Первых два варианта я вам показывала. У нас получились вот такие большие одинарные гуси. Сегодня я хочу вам показать блок, в котором идут два ряда гусей, которые расположены в шахматном порядке. И тоже покажу два варианта. Итак, сначала первый вариант, который мне нравится больше всего. И, как всегда, все будет в наших любимых размерах. Не в инчах, не в дюймах, а в наших любимых сантиметрах. Для такого блока мне нужно два квадрата. Один квадрат должен быть больше другого на 1 сантиметр. Ну или наоборот. Один квадрат должен быть меньше другого на 1 сантиметр. Итак, у меня квадрат из ткани желтого цвета. Он имеет размер 8 сантиметров. И квадрат из ткани коричневого цвета. Он у меня имеет размер 7 сантиметров. То есть разница между квадратами должна быть всего лишь 1 сантиметр. Эти заготовочки я пока уберу в сторону. Они нам сейчас не нужны. Итак, беру два квадрата, складываю их вот таким образом. Соединяю по одной стороне и по одному углу. Посмотрите, чтобы все было у меня ровненько. Вот таким образом это выглядит. Никакие диагонали я здесь не провожу. Сейчас закреплю булавочками портновскими. И по светлой стороне, но мне здесь лучше видно, я проложу строчку. Строчка будет проходить вот таким образом. От одной стороны булавочки мне мешают, но ничего страшного. Сейчас вам все покажу. Здесь я разворачиваюсь и прокладываю строчку до следующего угла. То есть я делаю строчку не по всему периметру, ну, здесь глупо, да, ткань одна, один квадрат, а прокладываю строчку по этой стороне, разворачиваюсь под углом 90 градусов и сюда. Все. Можно проложить, если вам сложно проложить вот такую строчку, строчку сюда и строчку сюда. Все очень просто. Строчки я проложила. Вот так у меня это выглядит. Сделала 3 заготовочки. Нити я здесь закрепочки не ставлю. И теперь мне останется только разрезать эти заготовочки по диагонали. Все очень просто. Теперь я пройду на утюг. И вот таким образом все отутюжу. Все мои заготовочки. Утюгом я поработала, все заготовки готовы к дальнейшей работе. И посмотрите, каким образом я их сразу разложила на столе. Это я делаю для удобства и вам советую. С этой стороны у меня заготовочки, у которых диагональ разрезана в эту сторону. С этой стороны у меня все заготовочки, диагональ у которых разрезана в другую сторону. Теперь, чтобы сделать рисунок, мне надо по очереди в шахматном порядке брать каждую заготовку. То есть сначала я беру слева, потом справа. Ну или сначала справа, потом слева. То есть с одной стороны и с другой стороны. Все по очереди. Итак, беру заготовочки. Складываю их вот таким образом и прокладываю шов. Соединяю. У меня припуск на шов 0,6 сантиметров. У вас может быть любой другой. Все, сделала шов, проутюжила. Затем беру, раз с этой у меня идет верхняя, заготовочку с другой стороны. Вот таким образом складываю. Смотрите. И тоже прокладываю шов. Здесь у меня уже идет шов полностью от этого угла до этого угла. Прогладила, то есть проложила шов, проутюжила. А затем беру заготовочку с другой стороны. Вот таким образом соединяю, тоже делаю шов, проутюживаю. Потом беру с этой стороны, то же самое делаю. С этой стороны то же самое делаю. И можно это делать до бесконечности. Сейчас я это все сделаю на швейной машине.
И в итоге у нас вот из таких двух квадратов, которые имеют разницу в размере всего лишь в 1 сантиметр, получается вот такой симпатичный, красивый блок, который называется «Летящие гуси двойные». Смотрите, делается все легко и просто. Мне останется только все это проутюжить и выровнять края. Ну а сейчас второй вариант пошива такого блока. Для этого блока, для второго варианта я взяла заготовки от предыдущего мастер-класса, где я шила вот такой блок гуси. Единственная разница, у меня здесь вот этот прямоугольник больше на 1 сантиметр, чем вот в этой выкройке. Подробно останавливаться, как найти размер, как рассчитать выкройку, в этом видео я не буду. У меня существует хороший мастер-класс, где я все подробно рассказала и показала в наших любимых размерах, в наших сантиметрах. Поэтому в конце видео оставлю ссылочку, проходите, смотрите. Итак, здесь все то же самое. Единственная разница, вот этот прямоугольник у меня чуть больше, чем на самих летящих гусях. Итак, дальше я также взяла квадратики и прочертила на них диагональ. Сейчас мне единственное, что надо сделать, это вот эти прямоугольники поделить на две равных кучки. То есть здесь то же самое, как и в первом варианте. У нас будут с одной стороны блоки и с другой стороны. Так, 3, 3, но вот этот у меня остался лишний, значит его не будет. Соответственно, я также и поделю квадратики. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Что я теперь делаю? Теперь на каждый прямоугольник я буду нашивать этот квадрат. Но как буду нашивать? Здесь у меня будет вот таким образом сделан шов, а здесь у меня будет шов сделать вот таким образом. То есть вместе это будет как бы напоминать стрелочку. Это первые. Затем я беру следующий также. Один в одно направление, другой у меня будет в другое направление. Беру следующий. Все то же самое. Один в одно направление, то есть они сходятся в центре. И другой в другое направление. Все, сейчас на машине прошью и вернусь к вам. Все, теперь все это разрежу. Как и в обычных гусиках, срежу лишнее. Треугольнички не выбрасываем, будем работать с ним в дальнейшем. И теперь у меня останется только... Ручкой работаю я пишу стираю, так что не пугайтесь, что у меня здесь шовчик. Мне останется только это все сейчас заутюжить. Все, девчонки, все я проутюжила и также разложила эти заготовочки на две кучки. Здесь у меня вот так вот швы расположены, здесь у меня швы вот так вот расположены. И то же самое делаю, как и в предыдущем варианте. Беру сначала две заготовочки, вот таким образом складываю их и делаю здесь шов. Все, сложила. Здесь никакие треугольнички обрезать не надо, здесь все уже убрано было сразу. Затем беру заготовочку с этой стороны, посмотрите, и вот так ее прокладываю, уже большой шов. Потом беру заготовочку вот с этой стороны и тоже прокладываю шов. Опять беру с этой стороны, прокладываю шов. Беру с этой стороны, прокладываю шов. Все то же самое, как и в первом варианте, только немножечко другой пошив. Сейчас я это сделаю, покажу вам, что буду делать дальше. Все, девчонки, сделала второй блок, мне теперь осталось только это все выровнять. И вот сейчас вы, наверное, поймете, в чем еще различие этих двух блоков. Сейчас я все выровняю и вам покажу. Первый у меня готов, и сейчас я буду выравнивать второй блок. Вот в этом блоке можно сделать большие запасы, и он немножко будет отличаться от первого. Я сделаю прямо вот по этим соединительным квадратам. Ну, я сшила всего лишь небольшой кусочек для демонстрации. Можно, конечно, было сделать намного больше. Блоки я выровняла, и вот таким образом у меня они выглядят. Первый вариант и второй вариант. В принципе, блоки по рисунку
однотипные, одно и то же. Гуси летящие, двойные, но совершенно разный пошив. В первом варианте у нас не остается вообще отходов ткани никаких, и сам раскрой очень понятен и доступен. Во втором варианте у нас есть небольшие трудности в поиске размера, но тоже все очень просто, в предыдущем видео я все показала. И при втором варианте у нас остаются остатки ткани. Первый — это когда мы срезаем треугольнички, и второй — когда я выравниваю сам блок. Но у всех рукодельниц у нас есть золотое правило, что отходов ткани не бывает. Из всех вот таких маленьких обрезочков мы тоже можем создавать красивые работы. Поэтому я не скажу, что это проигрышный вариант. Выбирайте, в общем, девчонки, тот вариант, который вам больше нравится. Здесь вот такой большой припуск на шов можно использовать и еще как дополнительный рисунок. У нас получается очень широкий вот этот кант, и можно припуск на шов где-то сделать вот в этом месте, и тогда у вас гуси будут еще ярче читаться. Здесь немножко все по-другому, но здесь проще сам поиск размеров. Ну, я много чего лишнего наговорила. Наверное, все. На этом я с вами попрощаюсь. Желаю вам счастья, здоровья, успехов. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас много нового интересного. До встречи на моем канале.